Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы раскрываем самые загадочные тайны человечества и заглядываем в глубины истории, науки и даже космоса. Сегодня нас ждет невероятное путешествие по самым интригующим археологическим находкам и научным открытиям, которые заставляют переосмыслить все, что мы знаем о нашем прошлом, настоящем и даже будущем. От гигантских храмов на Мальте до странных сигналов из Антарктиды, этот выпуск будет полон удивительных фактов, теорий и вопросов, на которые пока нет ответов. Погнали! Начнем с Мальты, крошечного острова в Средиземном море, который хранит одну из самых больших загадок древности. Гигантские храмы Ггантии, Хаг-ар-Кима и Мнайдры, построенные примерно в 3600-2500 годах до нашей эры, поражают воображение. Представьте, огромные каменные блоки весом до 50 тонн, сложенные с ювелирной точностью без использования металлических инструментов. Как? Местные легенды гласят, что это дело рук великанов или даже богов. Но ученые смотрят на это иначе. Они предполагают, что древние жители Мальты обладали невероятными инженерными знаниями, возможно, используя рычаги, канаты и даже примитивные подшипники из дерева. Но вот что интересно. Храмы ориентированы на звезды, а их акустика создает странный эффект. Голоса внутри звучат будто из другого мира. Некоторые исследователи, вроде археолога Линды Энеикс, считают, что эти сооружения могли быть местом ритуалов, связанных с исцелением или общением с космосом. А вот конспирологи идут дальше и связывают Мальту с мифической Атлантидой, указывая на схожесть планировки храмов с описаниями Платона. Правда, доказательств этой теории пока нет, но мысль о том, что Мальта могла быть частью затерянного континента, не дает покоя многим. И вот еще одна находка с Мальты, которая добавляет загадок. Удлиненные черепа, обнаруженные в гипогее Халса-Флиене, подземном некрополе возрастом около 5000 лет. Эти черепа не похожи на обычные человеческие. Они вытянутые, с необычно большим объемом мозга и, что самое странное, без следов искусственной деформации. Обычно удлиненные черепа объясняют практикой бинтования головы в детстве, как это делали некоторые культуры в Перу или Египте. Но мальтийские черепа, по словам антропологов, выглядят естественно сформированными. Это породило массу теорий. От гипотезы о неизвестной расе людей до фантазии об инопланетянах. Например, исследователь Антонио Мальдиа в своей книге «Мальтийская загадка» предполагает, что эти черепа могли принадлежать жрецам, которые, возможно, обладали уникальными генетическими чертами. Но без генетического анализа, который до сих пор не проведен в полной мере, мы можем только гадать. Что если это действительно следы какой-то неизвестной ветви человечества? Или, может, просто аномалия, которую мы переоцениваем? Говоря об инопланетянах, нельзя обойти стороной тему НЛО и предполагаемого сокрытия информации правительствами. В Соединенных Штатах с 1947 года, после инцидента в Розуэле, слухи о контактах с внеземными цивилизациями не утихают. Документальный фильм «Эпоха раскрытия» утверждает, что власти не только знают о присутствии инопланетян, но и скрывают доказательства их вмешательства, включая случаи отключения ядерного оружия на военных базах. Например, в 1967 году на базе Малмстром в Монтане, по словам офицера Роберта Салласа, НЛО якобы вывело из строя 10 ракет с ядерными боеголовками. Официально это объяснили сбоем оборудования, но свидетели настаивают на странных светящихся объектах в небе. Недавно рассекреченные документы Пентагона, такие как отчет ААТИП, подтверждают, что военные серьезно изучают неопознанные воздушные явления. Но вот вопрос. Если это правда, почему мы до сих пор не получили четких доказательств? Может, дело в том, что правда слишком шокирующая? Или это просто способ отвлечь нас от других проблем? Я склоняюсь к тому, что часть этих историй – результат человеческой тяги к мифотворчеству. Но случаи вроде НЛО в Колорадо в 2023 году, когда камера зафиксировала объект, исчезнувший за доли секунды, заставляют задуматься. А что думаете вы? Теперь перенесемся в Марокко, где археологи нашли поселение возрастом 4200 лет, перевернувшее наши представления о местной истории. До сих пор считалось, что цивилизация в этом регионе началась с прихода финикийцев около 1000 года
до нашей эры. Но раскопки в районе Таруданта показали следы оседлого общества с развитым земледелием и керамикой, существовавшего задолго до этого. Археолог Юсеф Бахир, руководивший раскопками, отмечает, что эти люди умели строить сложные ирригационные системы, что говорит о высоком уровне организации. Это открытие заставляет пересмотреть роль Северной Африки в древнем мире. Возможно, Марокко было не периферией, а важным культурным центром, связующим звеном между Европой и Африкой. Но что стало с этой цивилизацией? Климатические изменения, войны или что-то еще? Пока это загадка, но находка напоминает нам, как много мы еще не знаем о нашем прошлом. Климатические изменения вообще играли огромную роль в истории человечества. И пример тому – малый ледниковый период в Трансильвании с XIV по XIX века. Этот период, вызванный снижением солнечной активности и вулканическими извержениями, привел к суровым зимам, неурожаям и эпидемиям. В Трансильвании, где горный рельеф усиливал холода, люди адаптировались удивительными способами. Например, они строили подземные хранилища для зерна, которые сохраняли тепло, и разводили овец, чья шерсть стала основой местной экономики. Историк Анна Григорьев рассказывает, что в некоторых деревнях люди даже устраивали общие зимние дома, где все жили вместе, чтобы экономить тепло. Эти уроки адаптации актуальны и сегодня, когда мы сталкиваемся с глобальным потеплением. Может, нам стоит присмотреться к опыту предков? Вернемся к тайнам прошлого. В Милане недавно обнаружили подземные туннели, которые, возможно, связаны с самим Леонардо да Винчи. Эти ходы, найденные под замком Сфорца, совпадают с чертежами, приписываемыми гению эпохи Возрождения. Историк Карло Педретти считает, что Леонардо мог проектировать их как часть оборонительной системы или даже для тайных встреч. Представьте, великий изобретатель, бродящий по темным коридорам, где хранятся секреты миланских правителей. Но что, если эти туннели служили для чего-то большего? Может, для алхимических экспериментов или хранения запрещенных знаний? Пока это лишь гипотезы. Но находка лишний раз доказывает, что Леонардо был не просто художником, а человеком, опередившим свое время. Теперь отправимся в Индию, на холм Ратнагири, где археологи раскопали гигантские головы Будды и остатки храмового комплекса, датируемого V-XII веками. Эти статуи высотой до 3 метров поражают мастерством исполнения. Каждая черта лица вырезана с невероятной точностью. Но что делает эту находку особенной? Археолог Дебала Митра обнаружила, что храм был не просто религиозным центром, но и университетом, где изучали философию, медицину и астрономию. Это говорит о том, что буддизм в Древней Индии был не только религией, но и двигателем науки. Почему же этот комплекс был заброшен? Возможно, из-за упадка буддизма после мусульманских завоеваний. Но находка напоминает нам, как тесно в прошлом переплетались духовность и знания. В Центральной Америке тоже есть свои тайны. Затерянный город Майя-Окан, обнаруженный с помощью технологии LIDAR, оказался настоящей сенсацией. Этот метод, использующий лазеры для создания трехмерных карт местности, позволил найти под густыми джунглями целую сеть дорог, храмов и пирамид, датируемых 1250 годами до нашей эры. Археолог Марсело Канту предполагает, что Окан был политическим и торговым центром, возможно, соперничавшим с Тикалем. Но почему город был покинут? Экологические кризисы, войны или что-то еще? LIDAR открывает новые горизонты для археологии, но каждый ответ порождает новые вопросы. А теперь о находке, которая подтверждает библейские события. В Иудее ученые использовали анализ магнитных полей в обожженных кирпичах, чтобы точно датировать разрушение городов, таких как Гат и Тель-Зайт. Метод основан на том, что при нагревании кирпичи запоминают магнитное поле Земли. Результаты показали, что разрушения IX-VIII веков до нашей эры совпадают с описаниями военных походов ассирийцев в Библии. Это не только подтверждает историчность текстов, но и показывает, насколько жестокими были те времена. Но что, если этот метод поможет раскрыть и другие тайны древности? Из Юкона к нам приходит еще одна удивительная находка. Мумифицированный волчонок возрастом 57 тысяч лет, найденный в вечной мерзлоте. Его шерсть, кожа и даже внутренние органы сохранились так, будто он умер вчера. Палеонтолог Грант Зазула назвал это открытие окном в ледниковый период. Анализ ДНК показал, что волчонок принадлежал к уникальной популяции, исчезнувшей после похолодания.
Это не только научный прорыв, но и напоминание о хрупкости природы. Что еще скрывает вечная мерзлота? В Перу археологи раскопали гробницу жрицы Мочи, жившей около 1200 лет назад. Эта женщина, погребенная с золотыми украшениями и оружием, возможно, была не просто религиозным лидером, а воительницей, участвовавшей в кровавых ритуалах. Культура Мочи славилась своей жестокостью, включая человеческие жертвоприношения. Археолог Рехина Кортес считает, что жрица могла быть ключевой фигурой в обществе, где женщины играли важную роль. Это открытие заставляет переосмыслить гендерные роли в древних цивилизациях. В Англии нашли золотые монеты XIV века, спрятанные во время Великой чумы. Их обнаружил фермер с металлоискателем, и, по словам историка Эдварда Спенсера, это был чей-то тайник, который так и не забрали. Монеты – не просто сокровища, а свидетельство страха и отчаяния, охвативших людей во время эпидемии. Это как письмо из прошлого, напоминающее о том, как хрупка наша жизнь. Теперь о космосе и Антарктиде. Телескоп Анита зафиксировал странные частицы, идущие из-под Земли, которые не вписываются в стандартную модель физики. Некоторые ученые, вроде физика Нила Турака, предполагают, что это может быть следом параллельной Вселенной с обратным ходом времени. Звучит как фантастика, но если это правда, то наше понимание реальности перевернется. Или это просто ошибка оборудования? Время покажет. Кстати, об Антарктиде. Южный океан, окружающий континент, официально признан Пятым океаном в 2021 году. Это не просто формальность. Его уникальные течения влияют на климат всей планеты. Но что, если в его глубинах скрываются следы древних цивилизаций, как предполагают некоторые теоретики? В Канаде местные жители слышат странный подводный звук, прозванный «пинг». Он идет из пролива Фьюри энд Хекла, и после его появления исчезла морская живность. Военные и ученые исследовали район, но источник так и не нашли. Теории варьируются от секретных подлодок до геологических процессов. А что, если это сигнал от чего-то, что мы пока не понимаем? На Сицилии химический анализ средневековой керамики показал, что местные жители ели не только рыбу и оливки, но и экзотические специи, импортированные из Азии. Это говорит о развитой торговле и культурном обмене, о котором мы раньше не подозревали. Историк Мария Сирена Риццо отмечает, что такие находки меняют наше представление о темных веках и напоследок о червоточинах. Эти гипотетические туннели в пространстве времени, предсказанные теорией относительности, могут соединять далекие части Вселенной. Физик Кип Торн считает, что они могут существовать в центрах галактик, но путешествия через них пока невозможны из-за огромной энергии, необходимой для их стабилизации. Но сама идея, что где-то там есть проход в другую реальность, будоражит воображение. И, наконец, в Англии случайно нашли руины, которым более 6000 лет. Это следы охотников-собирателей, которые, возможно, проводили здесь ритуалы. Археолог Фрэнсис Прайер считает, что такие находки показывают, как глубоко уходит корнями наша связь с Землей. Вот такие загадки оставило нам прошлое. И каждая из них – как кусочек пазла, который мы пытаемся собрать. Что общего между этими находками? Они заставляют нас сомневаться в том, что мы знаем, и искать ответы. Может, где-то среди этих тайн скрывается ключ к пониманию, кто мы такие и откуда пришли. А что думаете вы? Пишите в комментариях, какая из этих историй зацепила вас больше всего. И не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи в следующей тайне.